Всем привет! Сегодня 25 декабря, католическое Рождество, поэтому всех причастных я поздравляю с этим светлым, прекрасным праздником. А я решила для вас сегодня записать новый ролик, где подробно расскажу о стоимости жилья, развлечений, транспорте и других расходах в Польше. Если вы планируете переезд в Польшу или же просто интересуетесь, сколько это все стоит, то это видео для вас. Приятного просмотра! Начнем с самого важного вопроса – жилья. Цены на аренду зависят от города. В Варшаве, Кракове или Гданьске аренда однокомнатной квартиры стоит от 2,5 до 4 тысяч злотых в месяц. Чем ближе к центру, тем дороже. В небольших городах аренда дешевле. Например, в Люблине или Быдгоще можно найти квартиру за 1,5 или 2,5 тысячи злот. Если вы снимаете комнату в квартире с другими жильцами, это будет стоить около 800 или 1500 злотых в месяц. Не забывайте про коммунальные услуги. В среднем за отопление, электричество, воду и интернет вы заплатите 400-600 злотых в месяц, в зависимости от сезона. Зимой из-за отопления сумма может быть выше. Если вы планируете купить жилье, то средняя стоимость квадратного метра в Варшаве около 12 или 15 тысяч злотых, а в маленьких городах 7 тысяч или 10 тысяч злотых. Следующий важный пункт – продукты. Большинство людей покупают продукты в крупных супермаркетах, таких как Бедронка, Lidl или Carrefour. Средний недельный чек на одного человека составляет около 200-300 злотых. Для примера, вот цены на популярные продукты. Хлеб – 3-6 злотых за буханку. Молоко – 4 злотых за литр. Яйца – 10-12 злотых. Куриное филе – 25-30 злотых за килограмм. Яблоки – 4-6 злотых за килограмм. На рынках часто можно найти овощи и фрукты дешевле, особенно летом. Если вы хотите сэкономить, следите за акциями в супермаркетах. Они проходят регулярно. Обед в столовой или недорогом кафе стоит около 20-40 злотых. Польша славится своей развитой системой общественного транспорта. В крупных городах работают автобусы, трамваи, метро и пригородные поезда. Стоимость разового билета начинается от 4 злотых и зависит от зоны и времени поездки. Месячный проездной в Варшаве или Кракове стоит 110-150 злотых. Если вы водите машину, то будьте готовы к расходам на бензин, в среднем 7-8 злотых за литр. Также стоит учитывать платные парковки в центре, которые обойдутся в 3-6 злотых за час. Еще одна альтернатива – велосипеды и электросамокаты. Аренда самоката стоит около 10-20 злотых за час, а абонемент на городские велосипеды около 10 злотых в месяц. Друзья, это велодорожка, понимаете, даже под мостом. Кафе и рестораны. Чашка кофе в кафе стоит 12-20 злотых, десерт около 15-25 злотых. Ужин на двоих в хорошем ресторане обойдется в 120-200 злотых. Спортзал. Абонемент стоит 100-150 злотых в месяц, в зависимости от зала. Любите активный отдых? Путешествия в горы, на Балтийское побережье или в национальные парки – это отличные варианты, которые не сильно ударят по кошельку. Теперь о мелочах, которые тоже важно учитывать. Мобильная связь и интернет. Хороший тариф с безлимитным интернетом обойдется в 25-50 злотых в месяц. Одежда и обувь. Бренды вроде Zara, H&M и Mango здесь стоят чуть дешевле, чем в России. Во время распродаж можно купить вещи с большими скидками. Аптека. Лекарства стоят недорого, но для покупки некоторых препаратов может понадобиться рецепт врача. Итак, давайте подведем итоги. Если жить скромно, снимать комнату, готовить дома и экономить на развлечениях, ваши расходы составят около 3-4 тысяч злотых в месяц. Если вы арендуете квартиру, ходите в кафе и часто путешествуете, сумма увеличится до 5-6 тысяч злотых. Все зависит от вашего образа жизни, города и привычек. Польша – это страна, где можно жить и экономно, и комфортно. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным.
Так что пишите в комментариях, насколько жизнь в Польше для вас дорогая или же доступная. И не забывайте ставить лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Я буду стараться записывать их чаще. И всем пока!